Всех приветствую, с вами Виктория, это канал Оазис Отшельника. Сегодня я начинаю серию видео, посвященных устройству мироздания или сотворению мира. Это очень важные вопросы, да, и беспокоят умы многих людей. Хочу сказать сразу, что будут видео открытого доступа и закрытого доступа. Видео закрытого доступа — это, конечно же, более углубленные знания, которые доступны к просмотру участников марафона второй ступени. Итак, прежде чем я начну говорить о том, о чем я буду говорить, хочу предупредить сразу, что речь не идет о чтении каких-то источников или интерпретации их. И, пожалуйста, люди, которые ищут какие-то крупицы в тех или иных писаниях и смотрят те или иные каналы, не торопитесь оставлять комментарии, что там где-то что-то написано и так далее. То есть это написано, и это интересно вам. Если есть человек, который говорит о чем-то, что не написано, или вам кажется другими словами, это не значит, что его нужно получать или еще что-то. Люди, которые смотрят мой канал, они примерно знают, да, что то, о чем говорю я, это собственное видение и знание. То есть в свое время я не изучала никаких источников, и то, что я сегодня буду вам рассказывать про сотворение мира, собственно говоря, это мои путешествия, так или иначе, да, потому что то, что касается канала объемного видения, который заложен в каждого, да, но работает он не у всех, так или иначе мой канал объемного видения работал достаточно давно, можно сказать, всегда, да, и в какой-то момент в мою жизнь пришли формулы. Да, и они просто как-то мгновенно синхронизировались с тем, где я бываю, что я понимаю, и дали просто больше объем этому, да, как подтвердили некую карту продвижения, то есть мгновенное какое-то такое открылось зрение на 360 градусов, то есть до этого как-то продвижения были там из точки А в точку Б в точку С, и достаточно длинный путь пройден, да, и в какой-то момент это просто стало как стереокино, то есть сразу понимание некой истинности и большего объема, да, того, где я бываю, что понимала. Так вот, но кроме того, что где я бывала, что понимала, да, конечно же, мои какие-то искания и путешествия прошли дальше. То есть именно важна, наверное, база, да, на которую что-то потом человек получает. Так это работает везде, даже тогда, когда вы становитесь экспертом своей профессии, например, да, то есть вы в какой-то момент изучаете свою профессию, нарабатываете экспертность и, в общем-то, продвигаетесь дальше. База. Так вот, то, что я буду освещать, это не с точки зрения споров ради. Это для истинно ищущих людей. Как бы ваша задача воспринять это или не воспринять, это уже другой момент. Но это точно то, что в свое время просто еще более углубило меня в своих путешествиях уже за рамки нашего мироздания. Итак, давайте начнем, да? Начнем мы вот здесь, как бы сделаю просто очень короткую сноску на Библию. То есть давайте вспомним, все-таки именно в Библии есть некое отражение, которое называется дни сотворения, да? Как Бог сотворял по дням разные, назовем вселенные, да? Потому что это действительно разные вселенные. И по сути, то, что касается разных вселенных и дней сотворения, в Библии это рассказано как дни сотворения, но на самом деле мы же должны понимать, что даже, вот, например, полярная ночь и полярный день, длительность не такие же, как когда мы живем в средней полосе или в более жарких странах, да, и календарный день сменяет календарную ночь. То есть также и здесь, если было сказано про дни сотворения, это условно мы примем как периоды сотворения, да, это не значит, что это один человеческий день, тем более то, что касается в принципе восприятия времени, у человека оно трехмерное, а бывает другое время, да, и, собственно говоря, те мерности, где существует другое время, и, собственно говоря, наше трехмерное время, оно воспринимается по-другому. Но об этом мы будем говорить в других выпусках. Итак,
дни сотворения Библии в принципе описывают, как Творец создавал вселенные, именно нашего мироздания. Условно и как бы наиболее точное наименование, ну, на мой взгляд, на мое ощущение все-таки, да, которые в какой-то момент просто легли на душу, что называется, да, что есть Творец всего сущего. То есть его еще называют абсолют, архитектор и так далее. Но эти наименования, они мне как-то очень режут слух, скажем так, да, они очень линейные, с одной стороны, и есть некоторые наименования, за которыми стоят неправильно сформированные эгрегоры. И по поводу, скажем так, искажения информации, который потоком льется на Землю, мы тоже будем говорить в других видео. Так вот, есть Творец всех мирозданий, всего сущего, да, всего проявленного и непроявленного. И, конечно, если перефразировать, например, опять же слова Библии, которая говорит: сначала было слово, да, сначала, конечно, было раньше, чем слово, смысл, да, потому что вы же не будете спорить с тем, что наш Творец, который создал абсолютно все, и даже то, что вы не знаете, делал это бессмысленно. То есть в любом случае сначала родился смысл, да, как некие программы, как некие цифровые программы, родились определенные смыслы того или иного. И этот смысл, если перефразировать, да, что сначала родилось? Сначала Творец родил сам себя. Ну вот так сказала, да, то есть кто-то может улыбнуться, но тем не менее. И теперь немножко, да, позволю себе перескочить. Дело в том, что человек — это подобен Богу в его структуре. То есть есть такое понятие, как многомерность человека, как подобие Бога. И структура Бога, строение Бога таково, что, опять же, оно перекликается несколько с Библией. Некое перечисляется триединство, да? Дух, сознание и душа. Но в целом, если мы говорим про строение Бога и человека, как подобие Бога, это 4 структуры: дух, сознание, душа и тело. И то, что касается и Бога Творца, и куратора нашего мироздания, Бога Отца, они также имеют свои тела. Но об этом мы будем говорить чуть позже. Итак, сначала был смысл. Ну, то есть Бог-творец сотворил сам себя для начала, да, и все смысловые коды всего. Ну, потому что выше Бога-творца, ну, долго можно спорить, может быть, выискивать еще какого-то Бога-творца, но в конце концов начало, оно очевидно, что само начало себя сотворило. И как по цепной реакции создалось все остальное. С этим, наверное, никто спорить не будет. Так вот, сначала Бог-творец создал сам себя в виде духа. И после этого он стал создавать себе, ну, скажем так, как будто братьев и сестер. Но на самом деле это не так, потому что если мы вернемся к структуре человека, как дух, сознание, душа и тело, это все один человек. То есть это все равно, что как будто вот несколько отдельных личностей. Здесь то же самое. И первый день или период творения Творца пришелся на то, что Творец сотворил себе, ну, как бы вторую личность, да, сознание. То есть это некая структура другой природы, чем дух. И это было абсолютное сознание. И это была первая вселенная или первый день творения. На второй день творения или период творения Творец создал вторую вселенную, которая называется абсолютная душа Бога. Или, на минуточку, Святой Дух. На третий день творения Творец создал куратора нашего мироздания, Бога Отца. И это третья отдельная вселенная. На четвертый день или четвертый период
творения Бог-творец создал божеств. И все божества, скажем так, обитают в отдельной вселенной. Отдельно даже от Бога Отца. Но это все равно, что, знаете, даже мы в современности живем. Вот есть у вас соседи, которые живут в соседнем доме, да, или в соседней квартире. На 5-й день творения Бог-творец создал ангелов. То есть, по сути, это творение Творца. И Бог-Отец, и божества, и ангелы. На 6-й день или период творения Бог-творец создал людей. И оговорюсь сразу, что когда я говорю людей, я подразумеваю не только жизнь на планете Земля, потому что в любом случае все инопланетяне, которых можно вообще представить или не представить, это не божества, это не ангелы, да, то есть это все равно разряд условно людей, которые обитают на другой планете, имеют другие тела, другие сознания, а имеют ли они душу, но это тоже не сегодняшнее видео. Итак, то, что касается нашей Вселенной, условно нашей Вселенной, это 6-й день творения и 6-я Вселенная. И самый последний день творения, если вы помните, в Библии был назван как день отдыха, то есть там ничего не делалось, да, то есть отдых от творения. И условно 7-ю Вселенную мы назовем опочивальней. Кого? Бога-творца. Итак, если перечислить, да, резюмировать, творение нашего мироздания выглядело следующим образом. То есть есть периоды творения. И все структуры, скажем так, божественного мира или иерархия, да, проживают в разных вселенных, в разных домах, которые, скажем так, соседствуют друг с другом. Каким образом возможно взаимодействие, это уже другой вопрос. Первая вселенная — это абсолютное сознание Бога-творца. Вторая вселенная — это абсолютная душа или Святой Дух Бога-творца. Третья вселенная — это Бог-Отец. 4-я вселенная — это божества. 5-я вселенная — это ангелы. 6-я вселенная — это люди. И 7-я вселенная — это опочивальня. Это строение нашего мироздания. Потому что на самом деле, как оказалось, существуют и другие мироздания, в которых есть свои боги-отцы, то есть есть свои кураторы. И на самом деле, и, соответственно, божества другие, конечно же. И на самом деле, даже если говорить про наше мироздание, здесь все гораздо сложнее, даже с божествами, да. И если забежать немного вперед, на самом деле, для чего кураторы нужны нашего мироздания? То есть есть Бог-творец, и есть Бог-отец, и еще божества. На самом деле, если все смотреть с точки зрения, не знаю, сверху вниз, снизу вверх, неважно как, то есть все из себя представляет определенную энергию. И если говорить про божественный мир, это нисходящий тип энергии, духовный, условно назовем. Если говорить про людей, которые внедрены, например, на Земле, это восходящий путь энергии, потому что необходимо преодолеть некое духовное развитие. Почему так? Это тоже, не это видео, не этот выпуск. И по сути, то, что касается кураторов любых мирозданий, это богов-отцов, то есть они разные, это как будто продолжение самого Бога-творца в данном мироздании, скажем так, со своими свойствами. И так Бог-творец, он имеет разные мироздания, то есть он продолжается в эти разные мироздания. И, возможно, я приоткрою завесу тайны насчет другого мироздания, которое более, скажем так, совершенно и более
древнее, чем наше. И это будет тоже не в этом выпуске. Так вот, и как бы если рассматривать на самом деле тех же божеств, это тоже в какой-то момент является продолжением Бога Отца. Почему такая иерархия, и так вот все сложно? Ну и, соответственно, ангелы — это тоже некое продолжение того же Бога Отца. Если говорить про ангелов, ну, условно назовем структуры, которые работают с людьми по пространствам. Если говорить про божеств, то это, условно говоря, структуры, которые работают с людьми по структурам времени. То есть это разнонаправленная работа. И если смотреть все-таки кто ближе, кто дальше, условно, да, к нам находится, конечно же, Вселенная, которая над нами находится, это Вселенная ангелов. И, скажем так, по структурам пространств всегда легче работается, ну, по крайней мере, с людьми, с тем сознанием, которое они имеют, чем по структурам времени. И об этом тоже, я думаю, мы будем говорить, что на самом деле задача людей, ну, как-то не гнушаться, наверное, все-таки обращаться к ангелам, потому что ангелы, они ближе к людям, чем божества, да. Но, тем не менее, тоже предстоит задача обращаться к божественному миру, исходя из программы своего духа, о чем мы будем говорить в следующих видео. Итак, что еще хотелось бы осветить в этом видео? Ну, то есть дни творения, вот, пожалуйста, вам разные вселенные, то есть чтобы вы понимали, что на самом деле, в том числе, почему молитва это даже не то же самое, что выйти на площадь там и громко сказать какую-то речь. То есть даже этого, ну, как бы подчас не будет вам хватать, чтобы вас услышали. Ну, потому что обитателей, которых я перечислила, что ангельский мир, что божественный мир, что Бог Отец, это все-таки разные вселенные от нас. Но, тем не менее, также хотелось бы сказать, что к нам ближе, чем даже те же ангелы. Итак, если разбирать, в принципе, строение, ну, даже условно Земли, да, нашей материальной Вселенной, то есть шестой день творения — это материальная Вселенная, то есть все, что проявляет себя в материю. Соответственно, любые братья-инопланетяне — это тоже, ну, как мы говорили, люди, да. Так вот, наша Вселенная материальная, она состоит, вот условно, да, сейчас скажу, вот те понятия, которые, в принципе, были давным-давно введены из материи и антиматерии. То есть некая материя, которая обладает разными качествами, разными направлениями качеств, назовем так. И, соответственно, наша Земля, она представляет из себя и материю, и антиматерию. То есть это все равно, что как будто две Земли. То есть есть одна Земля с определенными свойствами, и есть другая Земля, свойства которой совершенно другие, и назначения тоже. То есть материя, антиматерия. И по сути, то, что касается, например, человека, который живет на Земле, любого, для чего нам дается сон? Сон дается, ну, конечно же, для некоего восстановления тела, но то, что касается, например, сознания, оно не спит никогда. И по сути, когда даже человек спит, то его сознание перемещается по разным мирам. Конечно, эти миры могут завести в откровенно-астральные прослойки, и это тоже вполне себе объяснимо, потому что между материей и антиматерией есть нечто, как назовем, как отстойник некий, да, и образно и суммарно назовем это астральные прослойки. То есть это существует между материей и антиматерией на Земле. Это существует как некий мостик, даже можно сказать, соединяющий материю и антиматерию, ну, то есть две планеты Земля, условно. И сознание у любых людей, оно, скажем так, имеет определенную частоту. То есть есть определенная частота помыслов, есть определенная частота сознания. Это все равно, что можно сравнить с водой, да, то есть вода тоже обладает разной степенью чистоты, да, и
одну и ту же воду, вернее, разную воду, одну можно пить вот из родника сразу, да, другую из кранов вы подвергаете скольким-то фильтрам очистки, чтобы это употреблять, и это тоже не будет примерно давать ту картину, которую, когда человек пьет природную воду, да. Так и здесь, то есть чистота помыслов, которая характеризует некую работу духа человека, да, и чистота сознания, они существуют. Это как будто капли воды разной степени очистки или грязноты. Но об этом мы тоже будем говорить в других видео. Так вот, в зависимости от чистоты сознания и того, в каких мирах человек бывает, что во сне, что наяву, это характеризуется тем, что в момент засыпания через какие прослойки он летит. И, конечно, характер снов у каждых людей, он разный. И когда, например, снятся там кошмары или еще какие-то вещи, то есть бывают откровенно такие явления, как нападка астральных сущностей, это говорит о том, что человек пролетает через определенные, ну, назовем их коридоры или пространства, вот именно астральных прослоек. Но об этом влиянии мы тоже будем говорить в другом выпуске. То есть для чего я сегодня об этом говорю? Просто чтобы было понимание, что вот есть те самые астральные прослойки, которые ближе даже, чем ангелы, например, да, потому что это существует в нашей материальной вселенной и даже как некий связующий мостик между материей и антиматерией. И вот наше сознание, да, которое имеет свойство никогда не спать и перемещаться между материей и антиматерией. Для чего вообще, в принципе, это делается? Потому что мало кто знает о том, что именно в антиматерии живут наши души. То есть в человеке и дух, и сознание, и душа имеют определенные проекции. Проекции — это не значит, что в человеке целиком там живет душа, сознание, дух, то есть проекции, через которые вот и происходят определенные процессы. И, соответственно, души людей, да, они имеют полностью антиматериальную природу, соответственно, да, раз живут в антиматерии, они для чего там обитают? Можно представить такую картину, что за ними там, как мы ухаживаем за комнатными цветами, ухаживают ангелы. Вот именно вот люди, души находятся в антиматериальной земле, и там за вашими душами их, ну, как бы взращивают, поливают, ну, то есть ухаживают ангелы. Но на самом деле они там не присутствуют, потому что ангелы — это же другая вселенная. И сознание — это мостик вообще между всем, потому что мы со всеми взаимодействуем с сознанием. Мы взаимодействуем с сознанием между людьми. Мы взаимодействуем с сознанием с ангелами, с божествами. И с инопланетянами мы тоже взаимодействуем с сознанием. Это связующее звено. Именно это связующее звено, то есть само сознание, конечно же, не дремлет, да, и во время сна перемещается в ту самую антиматерию, для того, чтобы, в принципе, совершить какую-то работу. И очень со многими, например, через сны работают, ну, в зависимости от того, какой канал объемного видения, да, то есть посылают вещи, сны или какие-то откровения, то есть это тоже существует, да. Ну, когда получаешь откровение, знание, видение в режиме реального времени, да, не засыпая, это еще интереснее. Так вот, собственно говоря, то, что я сегодня рассказываю, то есть это вот некие такие большие базовые вещи, да, чтобы вы поняли одну простую вещь, что то, что называется астральные прослойки и является мостом между материей и антиматерией, это и есть тот самый ад с теми влияниями низших сил, как они говорят, да, и они существуют параллельно с нами в нашей вселенной материальной. И они как, ну, некая такая ноша, которая ближе к телу. Ну, это же логично, потому что они с нами в нашей материальной вселенной. А ангелы, они, тем не менее, живут в другой вселенной, да. И, скажем так, поливают они вас там в антиматерии тоже своим сознанием. То есть они физически там не присутствуют. Ну, вот если как бы
немножко утрированно картинку дать, то это примерно так. Но забегая немного вперед, ваши души тоже все имеют, ну, как бы тела, да, ну, по крайней мере, очертания определенные, да, потому что растение, когда за ним ухаживают, оно же не бесформенное, вы же тоже должны это понимать. Вот, то есть любое растение, оно имеет тоже свою форму, за которым вы ухаживаете, так и, в общем-то, души. И по сути, вот именно наше сознание, которое перемещается между материей и антиматерией, оно бомбардируется буквально, да, любыми влияниями. И это тоже нужно понимать. То есть на чистоту сознания много что влияет на самом деле, и насколько вы, ну, подвержены, скажем так, различным взаимодействиям. И именно через сознание, через очищение сознания идет смысл в том, чтобы все-таки, если у вас есть нацеленность на общение с Божественным миром, чтобы это происходило именно через сознание. Еще вот просто, если обратили внимание на слайд, первая, вторая и седьмая вселенная — это то, что характеризует Бога-творца. Да? И, ну, то есть, внутри как будто пирог. То есть вот если образно представить, то есть у нас есть самый верх, и ниже нас — это то, что касается вот Бога-творца. Да? И если, ну Бог-творец, если представить его, ну, как бы в монолитном виде, то это можно сказать, что формируется некий цилиндр, да? Некий цилиндр, который имеет определенные стенки, да? То есть внешнюю, срединную, внутреннюю. И вот в этом цилиндре внутри уже идут вот, ну, как бы смежные наслоения, да, вот, вселенных. Именно в этом цилиндре. Но также учитывайте, что это не совсем цилиндр, конечно же, да, потому что это строение нашего мироздания, да, строение других мирозданий, оно другое, то есть там другие вселенные, и количество даже вселенных там другое. Ну вот это какой-то такой совершенно удивительный момент вот насчет Творца, да, потому что как бы условно, да, что сверху, что снизу он, и как бы с одной стороны и далеко, и близко, но тем не менее, ну как бы, это не значит, что все ломанулись молиться ему и тут же получают от него ответы. Все намного сложнее на самом деле, да. И мы об этом тоже будем говорить. Но Бог-творец, он действительно пронизывает все. И еще, что я хотела бы рассказать в этом видео, это про мерности. То есть есть мерности времени, есть мерности пространств. То есть мы немножко начали говорить об этом, да. И, соответственно, количество мерностей, как это происходит в разных вселенных, разное. Если говорить про нас, то есть то, что ближе к телу и понятно, вы понимаете, что речь идет про трехмерное время. Прошлое, настоящее, будущее. Тримерности. Время. Ну, все понимают, что такое время, да? Мы сейчас не будем спорить, что в принципе время как таковое не существует. Ну, по какой-то причине мы живем в этом времени, да? И есть мерности пространств. В нашей Вселенной материальной это 10 мерностей. Что такое мерности пространств, измерения по пространству, мы будем говорить в других видео. Просто чтобы было понимание, что в разных вселенных эти мерности не одинаковые. И если, например, говорить про ангельскую вселенную, там шестимерное время и 8 измерений по пространству. Конечно же, других, чем у людей, да? Если говорить про вселенную божеств, там 9-мерное время, то есть как некая конструкция, которая усложняется, да? И 6 измерений по пространству. И, соответственно, если вы видите вот этот слайд, да, то, что касается даже Бога-творца, есть вселенная, где абсолютно нет времени, но зато полностью это представлено в количестве пространств 12-мерностей. Да? И есть то, что касается Творца, соответственно, вселенная, где
нет пространства вообще, но есть 18-мерное время. И, ну, это как бы такой взрыв мозга по-хорошему, да, но с другой стороны, вот по числам, это всего лишь числа, да, и, ну, как бы, числа числами, с другой стороны, важно понять одно, что когда ты действительно начинаешь вот эти путешествия и погружаешься в те или иные места, если тебя допускают, конечно же, то сначала это происходит, как будто вот человек заходит в темное помещение, то есть он же не знает, что там видеть надо в темном помещении, да, ему нужно время для адаптации того, чтобы в темном помещении начать что-то видеть. Он фокусирует свое зрение, да. И также, что называется, ну, постижение некое, что такое шестимерное время, девятимерное время, там действительно как бы другие совершенно течения и закономерности, что называется. Немножко мы будем об этом говорить. Мы будем говорить в следующем видео о шестимерном времени и о том, где находится пространство пустоты, где конкретно. То есть я вам покажу прямо на карте, где это находится. И также мы, конечно же, поговорим в следующем видео про влияние нечистой силы, потому что это наши невидимые соседи. И напоследок, что хочется сказать, да, вот вы видели слайд, где у меня указано в виде божеств 4 фигуры. И на самом деле божеств намного больше в их вселенной, да, но именно кураторов Земли 4. И в свое время каждый из них приходил однажды на Землю с тем, чтобы принести программу развития человечества определенную. То есть мы об этом тоже будем говорить. И вот 4 божества, которые выделены, да, то есть кому не нравится это слово, ну, возьмите другое, потому что это все-таки нисходящий путь энергии, и это продолжение Бога-Творца. Не плюйте, пожалуйста, в Бога-Творца. Так вот, есть божество, которое приносило на Землю программу развития дух Бога. Есть божество, которое приносило на Землю программу развития для человечества душа Бога или Святого Духа. Есть божество, которое приносило на Землю программу развития сознания Бога. И есть божество, которое приносило на Землю программу развития тела Бога. А остальные, повторюсь, они есть в своей вселенной, то есть была возможность, ну, как бы такого достаточно далекого видения их, да. И есть еще определенная особенность, именно то, что связано с божествами, что будет, скорее всего, освещено в закрытых видео. Что же, сегодняшний выпуск я считаю состоявшимся и удачным. Чем хочу подытожить? Что если вернуться к творению, то в какой-то момент, наверное, ну, не нужно бояться того, что вы видите или слышите, даже если ваше взаимодействие начинается взаимодействие с нижней матрицей, так называемой, да. Просто когда, если вам действительно дано видеть или слышать, или еще каким-то образом, то есть вы не отрицайте своих каналов объемного видения, то это дано для чего-то. То есть не надо пугаться, не надо, потому что когда человек сам себе закрывает видение или слышание, это же он проявляет некую свободу воли, то есть ему закрывают, он делает выбор такой. Но вы сами себе закрываете возможность изучения различных миров и взаимодействия тем же сознанием с разными вселенными. Повышение частоты своей сознания, да, когда идет взаимодействие с более высокими сознаниями, что делается. То есть вообще главный секрет того общения, в принципе, в жизни, чего ты хочешь достичь. Вот законы матрицы говорят о том, что если ты хочешь быть успешным человеком, общайся с успешными людьми. Если ты хочешь быть миллионером, общайтесь с миллионером, то есть окружайте себя вот таким окружением. То же самое я могу сказать и про духовность.
Если ты хочешь сегодня более высокую частоту помыслов и общения с Божественным миром, выбирай именно такое общение. В том числе и людей, потому что люди тоже находятся на разных частотах помыслов и разных частотах сознания. Или, другими словами, вы в ответе за то, какую собаку кормите. Итак, сегодня такое обзорное видео, да? 7 дней творения или периодов — это 7 вселенных, и это есть наше мироздание. И Творец на самом деле пронизывает все, но Творец в нашем мироздании имеет определенных кураторов и продолжение себя. И каким образом вообще как бы человеку с этим соединиться? Потому что не надо думать о том, что раз божества — это продолжение Бога Отца, да, раз ангелы — это продолжение Бога Отца, то и мы являемся продолжением Бога Отца. Это с одной стороны так, и это с другой стороны не так, потому что люди отрезаны от своего духа. Об этом мы тоже будем говорить, и я как бы говорила не в одном видео. Людям предстоит большая работа, чтобы стать продолжением Бога Отца, да? Но на самом деле этот божественный мир, несмотря на то, что действительно с одной стороны далек, в разных вселенных живет, он на самом деле ближе, чем вы думаете. Просто стоит, скажем так, на доверие распахнуть себя, распахнуть свою душу, потому что еще вопрос в том, что люди игнорируют самую главную беду — это отсутствие развития души, о чем мы тоже будем говорить. И распахнуть свои души, распахнуть свои двери вот именно этому взаимодействию с Божественным миром, потому что какую собаку вы кормите? То есть ориентируйтесь на свет, ориентируйтесь на большую частоту помыслов, большую частоту сознания. Сначала просто на окружающих людях. Да? Окружайте себя не только оптимистами, да, но это важно тоже иметь оптимистический подход к жизни, не негативизм, да. Ну, реализм — это тоже, извините, спорный момент, поверьте, потому что реальность у нас тоже в голове. Какую реальность заложишь, такая она и будет тебя сопровождать. Поэтому в этом пути важно не только себя окружать позитивными людьми, но в том числе, если вы настроены именно на изучение духовного мира, наверное, окружать именно себя такими людьми, которые в целом прошли в этом пути чуть дальше, чуть больше, да, это вы должны чувствовать именно фибрами души как-то, да, не спрягаясь умом, там, своей гордыней или еще какими-то вещами. То есть здесь вот такой путь, это путь по цепочке, да, то есть вот некая цепочка, и по этой цепочке ты начинаешь проходить какие-то вот дальше ступеньки, выше. Ну вот как-то так, да. 7 вселенных, 7 дней творения. Затронуты еще многие важные темы, которые особо внимательные будут возможность изучать в других видео. То есть и программа духа, что такое, да, и, соответственно, большее понимание, как и какое воздействие идет на сознание низших сил, как вообще в принципе взаимодействуют с сознаниями, с ангелами, с божествами, с инопланетянами. По сути, вот то, что я говорила, да, это обозначено в следующем выпуске, это действительно будет записано, что такое шестимерное время и где пространство пустоты, и почему достаточно многие попадают туда, да, и ну, что это значит вообще, это финиш или это что на карте духовного развития человека. Так что предстоит осветить еще очень много важных вещей. Они пока вам даются для утолить вашу любознательность, да? Они действительно способны немножко окрылить и как бы немножко поднять. Но вы должны еще понять одно, что кроме таких вещей есть много того, что вы должны реально практически для себя сделать, для роста своей души и для дальнейшего развития. Потому что слушать можно любую информацию, конечно же, надо, ну, как бы, опять даже здесь окружать себя тем, к чему в итоге хочешь прийти, да. Но кроме слушать, а Васька слушает да ест, да, то есть нужно что-то делать. И конкретно определенные вещи, они также будут даны, потому что, как я повторюсь, главная проблема развития человечества — это игнорация души.
Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем пока-пока, до новых встреч!